прямые четкие линии смотрятся гораздо круче, чем... А если не зашили, вот мне что сделать? Крутые ремонты, классные визуально, они не всегда про практичность. Как вы вообще беретесь за такую работу? Целый день фигачат. У нас на стройках такого не происходит. Привет, бояре! Очередной выпуск, второй по счету, про дом, про сжатые сроки и про то, сдохнем мы в конце этого проекта или все-таки нет. В общем, вторая неделя на объекте. Снимали ровно неделю назад, в субботу. Сегодня тоже суббота, по крайней мере у нас сегодня. Что мы успели сделать за неделю, что планируем сделать дальше. Поехали. Поехали в лес за орехами, блядь, ездок. Кстати, мы успели заклеить этаж до понедельника, как было, скажем, оговорено ранее. Чего это стоило? Ну, это стоило того, что я с объекта в воскресенье уехал в 2 часа ночи. И это, да, реальность такова, что, ну, вот тупо сегодня день съемок, да, там нужно шпаклянуть этаж. То есть у нас по планам на прошлой неделе было заклеить флизом потолки. На этой неделе, то есть у нас все, стены заклеены, надо шпаклянуться, чтобы в понедельник спуститься на первый. Вот. И сегодня съемки. Я снимаю, ну, наверное, да, полдня точно я потрачу на то, чтобы отсняться, а завтра придется шпаклеваться, потому что, ну, не всегда получается, там, да, там, когда съемки, я думаю, в общем, когда снимаемся, то этот день практически вылетает. Слушай, подготовь ведро одно пустое, жесткий шпатель и цельнометаллический. Да, я сейчас сюда пойду. Шпаклевать? Да. Да нет, понял. Фонарь. Ты, наверное, мелкий фонарь? Ну, с коробкой. Понял. Я думал, здесь хлопнем и потом вместе туда же пойдем. Давай. Здесь, смотри, вот эту можно стенку. Слушай, Дима, тут чему-то лишнее имеется? Что можно выключить? Можно миксер выключить. Давай. Да, давление не давал на всю, чтобы оттуда сильно не летело. Когда дождь, там будем или что там, да, может. А сюда дашь, и у тебя потом все это летит, разлетается. Не камильфо. Собственно, что у нас еще интересного? Мы подтянем углы, потому что есть какие-то небольшие моменты по гипсокартону. Прямые четкие линии смотрятся гораздо круче, чем волны. Если, конечно, это не побережье. То есть план у нас такой: неделю, ну, эту неделю мы добиваем, в понедельник спускаемся на первый, пару дней здесь все просыхает нормально. В принципе, здесь влажности такой жесткой нету, плюс есть возможность открывать окна чуть-чуть, ветерок гонять. Наверное, напишет: блин, нельзя открывать окна, да ты что творишь, да что ты там о себе возомнил, повелитель ветра и пуха. Короче, все нормально, пацаны, все бодрячком. Шпаклюемся, спускаемся на первый и пошли работать по гипсокартону, то же самое, там, что было здесь. Ленты, забивка, флизелин, дальше стены, там будет, надеюсь, бассейнчики должны отработать. И хотелось бы снять материал про то, как работать с бассейнами. Кстати, в комментариях кто-то писал, что, блин, надо было потолок в басике аквапанелями зашить. Круто, вот прям круто.
А если не зашили, вот мне что сделать? Взять, перешить его? Или, ну, ребят, у меня такое ощущение, что... Или кто-то, блин, как вы вообще беретесь за такую работу? Они же типа гипсокартон над бассейном. Вот что я должен сделать, дорогой мой зритель? Сказать, нет, гипсокартон над бассейном, нет аквапанели, я не буду это делать, да? Ну, как бы, у вас так происходит? Дома часто сидите с такой позиции? Вот, ну тут серьезно, то есть, ну, уже сделана эта работа, там, я в рамках малярки могу отработать влагостойкими материалами и надеяться, что все будет хорошо. Плюс там есть свои нюансы по потолку, это дальше покажем, и не все так страшно на самом деле. Там не так, что просто жесткая подсветка и все там. Дизайнеры молодцы, там продумали этот момент, если все это реализуется так, как там было, то там потолок такой прям конфетка. Я хотел сказать слово писечка, но не все, думаю, оценят. Или оцените. Говорить писечка или конфета, фантик, листочек, яблочко. Вот. Все, погнали дальше. Чем мы тут разогнали? Ребята там дальше работают. Кстати, давай вернемся сейчас. Опережу, да, там в том ролике я говорил, будет работать 8-10 человек, а сейчас вы увидите, что там работают 2 парня, ну и, соответственно, я сейчас отснимусь, этот ролик я сниму, пойду переоденусь и тоже буду работать. Почему так? Парни всю неделю плотно фигачили, с утра до ночи, эту работу кроме нас никто не сделает, соответственно, подустали. И гораздо лучше там взять, там, отработать 5 плотных дней, 2 дня выходных, и потом опять в понедельник продолжить плотно фигачить. Нельзя там, ну, по крайней мере, я не встречал такого, что в рамках там 1,5-2 месяцев люди целый день, там, каждый день без выходных фигачат, и все хорошо, и в конце объекта они не вареные. Чаще всего бодро начинают, и уже там в середине проекта ты такой, как я в половину роликов, да, где-то полуобморочном состоянии. Все, поэтому ребята отдохнут, приедут и будем фигачить дальше, уже спустимся на первый. Но у нас по планам шпаклевать этаж, то есть уже где-то стены отшпаклеваны, где-то 1, где-то 2 слоя, нужно просмотреть, потолки только чуть-чуть подтянуты, то есть, ну, в основном это потолки. Кстати, насчет времени. Заморачиваться стал я с недавних пор тем, что нужно вот прям очень разумно его тратить. Думаю, многие согласятся, что очень часто вы там сидите, там влипаете, там тачки, телки, котики и все остальное, там полдня в инсте. То есть я смотрю на то, как работают америкосы, ну, этим так немного интересуюсь, и у них очень круто построено, да, то есть они прям целый день фигачат. У нас на стройках такого не происходит. Ну, у нас таких нету, у нас все нормальные ребята. КПД гораздо ниже, и все-таки хочется вот этот их положительный опыт перенимать. Там, отбросим тему, какое там качество или еще что, какая разница. Ты можешь делать круто и прям очень продуктивно работать. И вот это, скажем, одна из идей, которую мне хочется, ну, этот скилл прокачивать и у себя, и у команды, потому что тогда будет всем хорошо, и больше выходных, больше денег при этом, да, чтобы обеспечивать свои семьи, потому что, ну, блин, я не знаю, мы все живем вроде в одной стране, и как бы ничего у нас не дешевеет, и поэтому как бы хочешь жить, умей вертеться. Еще хочется про углы немного сказать, да, вот видите, у нас такие полуострые, ну, в плане полуострые, сейчас еще они до конца не готовы. И периодически где-то там вижу комментарии и вообще темы того, что это непрактично. Вот мне хочется сказать, в целом, вот крутые проекты, да, крутые ремонты, классные визуально, они не всегда про практичность. Это то же самое, ну, как все ж любят, да, сравнивать там с автомобилями. Вот, то же самое, да, там спорткары — это классные тачки, но они не всегда практичны. Ездить к бабушке в деревню за огурцами на, там, не знаю, Bugatti Veyron, наверное, хорошая затея. Ребята из села оценят, но также вам оценят ремонт там бамперов и всего прочего, там, когда вы приедете на перекрас. Поэтому, ну как сказать, что там
спорткары плохие тачки, ну, блин, нету, там есть люди, которые могут себе позволить, я думаю, каждый, да, если бы мог себе позволить, ну, ладно, не каждый, но много людей покупали бы их, несмотря на то, что это не всегда практично. То же самое и здесь, как бы, практично это или нет. Ну, кто, блин, с другой стороны будет там бегать, там об эти углы тереться, биться там и все остальное. Но даже если такое случится, ну, окей, там все это реставрируется. То же самое, да, как там с машинами. А если чтобы было практично, ну, там везде караед или обои там в 3 сантиметра толщиной, там, и все очень практично. Я вообще считаю, что не нужно за кого-то думать и там практично это или нет. Есть задания, мы выполняем то, что как бы от нас хотят наши клиенты. Я вообще не люблю обсуждать, кстати, да, тему там откуда деньги, еще что-то. Вот честно, меня это вообще не волнует. Моя задача сделать хорошо свою работу. Вот в этих рамках я и думаю, как это осуществить. Красиво, некрасиво, практично и все остальное. Я не трачу ни время, не лезу вообще во вкусы, да, что каждому свое нравится. И там говорить практично, это не практично, а вот нужно ставить там такие углы там или еще что-то. Ну, блин, отбросьте это, парни, хватит. Так, с этим я рассказал. Что, пошли дальше посмотрим. Кстати, не успели мы все потолки заклеить, как всегда, кругом обман. 3 вот этих потолочка не заклеили, потому что здесь будут встраиваемые светильники, и ребята, электрики, должны их смонтировать. Но не было коронки для того, чтобы сделать отверстие. Коронка будет в понедельник, они их смонтируют, дальше мы замалярим. В принципе, ничего страшного не произойдет. И, кстати, пока отсюда не вышли, давай санузел покажем. Вот стоит такой санузел. Не зашивали еще гипсокартон по причине того, что решили вначале. Здесь будет крупноформатная плитка. Да, тут барахло, прикиньте. Будет крупноформатная плитка, и плиточникам проще будет ее завести. И, соответственно, быстрее. Потом уложится плитка, ребята соберут гипсокартон, мы его отмалярим, ну и, соответственно, все. Здесь потолок зашит. Нам нужно будет на углы проклеить ленту, на наружные еще не клеили. Ну и, собственно, все, дальше малярить. Так, Леха сейчас подтягивает плоскостя. После монтажа уголков все равно какой-то минимальный слой присутствует. Подтягиваем, чтобы все это потом смотрелось прям в струну. Подоконники перепаковали. С прошлого видео этого не было. Вот. Сейчас идет шпаклевка небольших участков. Да, ну просто идет шпаклевка на самом деле больших и небольших. Мы оттуда перейдем сюда, поэтому так. По стенам слои уже кинуты, но я же говорю, где-то 1, где-то 2 слоя. Мы, соответственно, будем шпаклеваться дальше. Потолки, в принципе, нигде не тронуты еще, ну, кроме ленты и всего остального. Вот. Ну и, соответственно, задача все это хлопнуть за сегодня-завтра. Стоит наш прекрасный Марк 10 с бункером, все супер. Здорово. Ёбаные шланги, да? Нахуй верьте. А вы что, уже плитку ложите? А? Стяжку посмотрим. Все, вот так вот, ребята, сейчас смотрят стяжку. И, кстати, да, лучше всего шпаклеваться в выходные. Спуск вниз мы это перекрываем, и никто не поднимется. В выходные народу меньше работает, соответственно, здесь можно спокойно отработать. Стоит у нас дверь. Стоит дверь, потому что не только мы на объекте. Людям интересно, что такое Марк 10, там покрасочники и все остальное, покрутить, повертеть. А нам не интересно, когда у нас крутят и вертят. Собственно так, здесь по-прежнему все очень плотно. Мы, получается, вечером заносим весь инструмент, ну как у нас бытовка или берлога наша, да. Заносим, утром выносим. Собственно, ничего страшного, все нормально, рабочая обстановка.
То же самое, потолки заклеены, там, где не заклеено, ну, где штукатурка просто, соответственно, там будет либо панель, либо плитка, либо стекло. Так, включаю режим крота. Ребят, по поводу сроков и как вообще в это все успеть и как мы их планируем. Первое, не всегда мы их сами планируем в плане того, что уже завязаны другие работы с нами, и нам просто нужно в них успевать. Самое важное – это команда. То есть команда единомышленников, которые точно так же настроены на результат, точно так же готовы работать, замотивированы. Каждому человеку, который принимает участие в этом проекте, хочу выразить огромную благодарность, потому что по чесноку, вот не хочу сейчас, да, там кого-то обижать там, или еще что-то, парни, но вот честно, далеко не каждый человек согласится работать в сжатые сроки на достаточно большом объеме с какими-то там, неудобствами, потому что делать там, скажем, в одного квартиру, там, однушку, двушку, гораздо комфортнее, то есть, да, тебе там нету смежников, ты зашел, все красиво, ты один, там, инструментик натираешь, все остальное, а здесь прям надо работать. Но, опять-таки, тут тоже к теме, да, того, что там ты, если работаешь, хочешь работать и зарабатывать, то вот, пожалуйста. Если ты хочешь в лайте, ну, соответственно, и зарплата у тебя лайт, поэтому как-то так. Не знаю, возможно, у кого-то получается нифига не делать, ну, или, скажем, прикладывать минимум усилий и получать максимум результата, но у меня такого ни разу не получалось. Бывало, что ты прикладываешь достаточно много усилий и результат так себе. Вот, а что ты ничего не прикладываешь, и у тебя офигенный результат, ну, мое почтение. В общем, на этом все. Погода супер, прибавляет настроение. Кстати, благоприятно влияет на просыхание стен, что мы не тянем. То есть, если бы это была зима, это добавилось бы еще ряд неудобств в плане, нужно было по-любому ставить осушители. То есть сейчас они не нужны, мы чуть-чуть иногда открываем окна, чтобы ветерок погонял, влага не стояла. Ну и, собственно, все, потому что гипсокартон не очень любит влагу. В комментариях пишите, что там показать. По трекам, ребят, писали, мы уже треки сделали, и треки делали, ну, у нас же не так, честно, да, что там оператор с нами, Денис, каждый день присутствует, и мы там что-то снимаем. Вот. И не всегда, то есть это прям удается снимать, потому что ты там сегодня, да, там сейчас мы отснимемся, будем дальше шпаклевать. Завтра, воскресенье, о боги, будем шпаклевать. Поэтому не всегда это получается снять. Обязательно как-нибудь снимем. Я знаю, что треки там, ну, много там людей интересуются треками, как их делать, что как, потому что их сейчас все больше и больше. Такая волна треков накрыла нашу страну. Ладно, харе воды. Спасибо, что посмотрели. Все, чаечек, коферочка, обнял, поднял. Так, все, харе пиздеть. Там, блядь, ебануться сейчас, сколько еще хуярить. Я не знаю. Мы в рамках... Ну а что, опять, блядь, завтра до 2, хули. А потом кто-то скажет, блядь, нихуя себе, как вы пиздато живете. Как у вас охуенно. С Жекой, когда мы сняли вот это, сидим такие, блядь. На следующий день я, блядь, хуярил этот флизелин здесь.